Уважаемые коллеги, позавчера Государственная Дума начала свою работу в рамках осенней сессии. Первое заседание прошло. Я вас и всех депутатов Государственной Думы с этим поздравляю, так же, как и с прошедшими выборами. Все парламентские партии подтвердили свой высокий статус и показали, что пользуются доверием со стороны своих избирателей. Это очень важно, потому что это гарантирует нам политическую стабильность. В современных условиях это имеет неприходящее значение. И поэтому третье слова благодарности, и, наверное, с этого надо было начать, это слова благодарности всем избирателям России, которые пришли на избирательные участки, даже в тех местах, где это было непросто и опасно. Все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы. Мы знаем, что далеко не везде в условиях подобных, в которых сейчас живет наша страна, сохраняется конституционный строй, политическая стабильность. У нас это есть, и это очень важно. На предстоящей сессии вопросов будет много, и хотел бы с вами об этом сегодня как раз и поговорить. Приоритетов много. Один из этих приоритетов, безусловно, мы уже постоянно к этому обращаемся, сохранение макроэкономической стабильности в экономике. Потому что от этого будут зависеть и вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение. Это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств. Это и многодетные семьи, это люди пожилого возраста, пенсионеры. Это вопросы, связанные с повышением и укреплением обороноспособности российского государства и поддержкой наших военнослужащих и членов их семей. Знаю, что в ваши ряды вливаются как раз участники боевых действий. Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в центре, в Государственной Думе, в федеральных органах власти. Я уже многократно говорил и знаю, что вы поддерживаете такой подход. Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это вот будет наша смена. Вот об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей именно. Вот примерно то, что хотел бы сказать в начале. И думаю, что в ходе такой живой дискуссии мы обо всем поговорим. Тем более, что мы, как и договорились с Вячеславом Викторовичем, потом с каждым из вас встретимся еще и отдельно. Вячеслав Викторович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, от имени коллег и депутатов Государственной Думы хочется сказать слова благодарности за то, что вы уделяете такое внимание парламенту, нашей демократии, развитию системы политической. Действительно, вызовы тяжелейшие, но, несмотря на них, она демонстрирует свою эффективность. Политическая система не только отражает все угрозы и, соответственно, вызовы, но и развивается на основе многопартийности, на основе тех возможностей, которые нам дает уже Конституция после внесения изменений, когда Государственная Дума получила дополнительные полномочия. И надо сказать, что это во многом сейчас и определяет ответственное отношение к исполнению обязанностей. Если раньше больше было разговоров, то сегодня вместе с правительством участвуем в выработке решений. Вы, говоря об осенней сессии, правильно подчеркнули, что вопрос ключевой – это
экономическая система, макроэкономические параметры ее. И у нас сейчас ключевой вопрос осенней сессии – это принятие федерального бюджета, главного финансового закона. Мы над ним работаем уже вместе с правительством, начиная с июля. Депутаты встроены в диалог, и со своей стороны, конечно, крайне важно сделать все для того, чтобы мы здесь, как раз разделяя ваш подход, считаем сохранение социальных обязательств, гарантий нашим гражданам. И несмотря вот на разность взглядов, думаю, мои коллеги об этом тоже скажут, все считаем важным, чтобы и стандарты, они высокие уже, несмотря вот на те же 30 тысяч санкций и противодействие развитию. Стандарт это вы поднимаете, и выплаты растут, и новые решения в этой сфере принимаются по поддержке многодетным семьям и помощи детям и, конечно, безусловно, участникам специальной военной операции. Вот все эти вопросы мы должны решить в ходе рассмотрения, принятия бюджета. На сегодняшний день в портфеле законотворчеством Государственной Думы находится 1153 закона. Мы за буквально вот вчерашний, позавчерашний день приняли первые 7 законов, рассмотрели 21 законопроект в первом и во втором чтении. Работы много, но это неотъемлемая часть и полномочий, и обязанностей депутатского корпуса. В летнее время постарались использовать для того, чтобы встречаться с избирателями. Фракции участвовали в избирательных кампаниях, а сейчас депутаты съехали для того, чтобы уже решать вопросы. Среди них ключевой – это поддержка участников специальной военной операции, членов семей, чтобы ни в чем не нуждались. Создана система, то, о чем вы говорите, мы стараемся выполнить скрупулезно, сделать все для того, чтобы ни в чем не нуждались участники специальной военной операции. 140 законов на сегодняшний день принята, сформирована система. Но, учитывая и вызовы, и ситуацию меняющуюся, приходится дополнять законы поправками, принимать новые. На рассмотрении находится на сегодняшний день 26 законопроектов. Вчера один мы приняли. И это тоже один из наших таких ключевых приоритетов осенней сессии. Наши избиратели формируют повестку работы Государственной Думы. Мы по итогам встреч все это обсуждаем и коллегиально в рамках профильных комитетов. У нас такие вопросы, как охрана здоровья детей, выделены как первоочередные для рассмотрения и принятия, защиты граждан от мошенничества, учитывая, что технологии развиваются, и надо этому, безусловно, противодействовать, совершенствуя меры защиты наших граждан от разного рода противоправных проявлений, когда особенно людей пожилого возраста обирают и используют вот эти вот как раз новые технологии. Есть темы, связанные с развитием сельских территорий. Мы считаем, что нужно уделять этому также приоритетное внимание. Вопросы, связанные с демографией, это все темы ключевые нашей повестки. Ну и вопрос, который из сессии в сессию переходит, мы их мониторим и также с своей стороны стараемся вносить изменения в законодательство, борьба с незаконной миграцией. Все это составит основу для работы Государственной Думы в осеннюю сессию. Считаем также правильным уделить больше внимания вопросам повышения эффективности бюджетного рубля, а также производительности труда. Это все положительно скажется
и на бюджете, и на экономике. И это та работа, которую мы планируем до конца осенней сессии делать вместе с нашими коллегами из правительства. Еще раз хочу высказать слова благодарности за то, что мы имеем возможность оперативно обсуждать проблемы. Это не только помогает, но и дает возможность нам выйти на конечный результат, добиться тех задач, которые вы ставите в рамках федерального послания, которые, кстати, в части законодательного обеспечены полностью выполнены Государственной Думой. Мы приняли все необходимые законы, о которых вы говорили, обращаясь к Федеральному собранию. Инициатором нашей встречи как раз Вячеслав Викторович является. Позавчера, да, вы поставили вопрос о такой встрече? Позавчера. Мы обсуждали в понедельник и во вторник, потому что в понедельник мы, когда говорили, вы попросили и депутатам передать поздравления и напутствие в работе в рамках осенней сессии. И как раз вот в понедельник мы с коллегами, когда вы просили, так сказать, обменивались, они попросили, вы практически вчера, ну, во вторник уже решение такое было с вашей стороны принято. Постарался не откладывать это, что называется, в долгий ящик. График раздвинул, насколько это возможно. Потому что все-таки думаю, что вы правы, надо сверить часы прямо в начале работы в рамках осенней сессии. Пожалуйста, Геннадий Андреевич. Владимир Владимирович, тоже хочу поблагодарить. Вы немедленно отреагировали на нашу просьбу. Время очень ответственное. Весь год проходит под флагом 80-летия Победы в условиях войны, которую англосаксы и натовцы объявили русскому миру. Прежде всего, хочу поблагодарить за то, что вы уверенно проводите ту стратегическую линию, которую сформулировали, меняя стратегию в зависимости от ситуации. Главной задачей поставили укрепить наш суверенитет на основе самодостаточности, обеспечивая безопасность и реальную победу. Для нас это вопрос исторического выживания, и мы все делаем для того, чтобы поддержать вас и политику нашей страны в этом плане. Сейчас 3 угрозы обозначены, они все видят. Я смотрел, обсуждались на всех крупных мировых форумах ООН. Это угроза большой войны. Угроза связана с экологической катастрофой, мы это ощущаем, в том числе и в рамках своей страны. Искусственный интеллект, нерегулируемый этот интеллект приведет к большой трагедии, и мы получим вместо поддержки концлагерь невиданного масштаба. В этом отношении мы подготовили свою программу, и ее внесем в качестве и бюджета развития, и проектов законов, которые рассмотрим в Государственной Думе. Прежде всего, хочу всех нас поздравить. Вчера председатель, выступая, сказал, появилось новое качество. Полностью разделяю. Но во многом это качество сформулировано нашей страной, вами лично. И это новое качество выразилось в геополитическом единстве. Я с огромным интересом смотрел за ШОСом в Тяньцзине, где вы выступали, где рядом сидели лидеры 3 цивилизаций – русской, китайской, индийской. Об этом еще недавно можно было только мечтать. При поддержке исламских крупных государств это как раз реальный противовес против тех, кто развязал войну и кто пытается утвердить свою гегемонию сегодня. Я считаю, это отрезвляющее действует на весь мир. Я посмотрел комментарии всех зарубежных агентств. Они очень высоко это оценили и будут пытаться растаскивать. Мы максимально будем способствовать укреплению этих связей. Второе – единство и стратегическое партнерство, в данном случае и в военно-политическом плане. Когда вы вместе с Си Цзиньпинем и вместе с Ким Чен Ыном в сопровождении Лукашенко и Бермудеса вышли на парад, я в душе очень порадовался, потому что это как раз тот потенциал, который может отрезвить любого агрессора. Тем более, я у них был на всех ведущих предприятиях, я увидел то, что они добились и сделали за последние годы, и вы с огромным интересом наблюдали,
что это уже армия не только сегодняшнего дня, но и будущего, начиная от лазерных установок, информационных служб и кончая всеми видами ядерной триады и воздушных сил. На мой взгляд, дальнейшее продолжение этой политики для нас принципиально важно. У нас делегация, которую возглавит председатель Думы, и наша большая команда выезжает в Китай. Мы с ними подписали соглашение, в том числе с Си Цзиньпинем, вы помните, когда он нас приглашал. И наша большая команда там отработала и вновь едет. Они пошли навстречу практически по всем вопросам. И третье, научно-техническое единство, оно начиналось в свое время со встречи Сталина с Мао, когда Сталин по его просьбе подписал указ 156 первых заводов мы им построили. Я был на многих. Они, отталкиваясь от этой базы, сейчас движутся вперед с огромными темпами. Там есть чему поучиться. Я поставил задачу провести стажировки своих кадров. Они это приняли, и мы прокатили их по всем главным центрам. И это имеет огромное значение и для воспитания наших кадров, и для укрепления тех связей, которые вы заложили. Я должен вас поздравить, Си Цзиньпинь и руководство к вам относится не просто с уважением, с огромным пиететом. Это было видно по всем встречам. И мне очень понравилось, когда Моди публично демонстрировал свое отношение. Это принципиально важно. Мы сражающая партия, я вам докладывал. Спасибо, вы поздравили и наградили многих наших. Мы уже отправили 143 конвоя. За последний месяц отправили на фронт 200 с лишним мотоциклов, 1,5 десятка машин и броников. Все, что просят ребята, непосредственно в руки с полей сражений. И приняли уже в вашем доме отдыха 22 тысячи детей, отстроили там военно-спортивный лагерь. За 2 недели проходит полную социальную реабилитацию, полную. Но мы начинаем с Кремля, ВДНХ, Храм Христа Спасителя, Школа мастеров, поля боевых сражений. Хорошие дети, но с испорченными мозгами и учебниками Сороса. И сейчас многое сделано для того, чтобы изменить эту ситуацию. Я вам оставлю при личной встрече. Тут есть очень интересные предложения. Мы все делаем для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Кашин и наша команда просили вас поблагодарить, вы тогда на Госсовет вынесли, и мы проблему эту сейчас реализуем в целом ряде народных предприятий. У меня на родине. Можете меня поздравить, мы там вырастили пшеницу, назвали ее, к моему удовольствию, Зюгановка. Она в этом году дала мировой рекорд. Даже трудно вообразить. 185 центнеров с гектара. Наука и эксперты зафиксировали на 5 центнеров больше, чем лучший сорт в Европе чемпион. Он дал 180. И в целом Орловщина в этом году войдет в тройку самых урожайных регионов страны. Хотя у нас половина земли не черноземы, супески, подзолы. За 50 центнеров соберем по 7 тонн зерна на человека. 7 тонн, да. Продолжаем эту политику. Что бы хотел попросить вас, не сочтите это за жесткой критикой, но я очень рад, что вы недавно собрали всех наших экономистов. Хорошо, что пригласили Собянина. Сидело 12 человек, но я до этого посмотрел все их выступления и на Дальнем Востоке, и у вас на родине, и на совещании, и пресс-конференцию на Набиуллиной. Когда выходят 4 человека, которые отвечают за финансово-экономическую политику, то они обязаны проводить одну общую линию. Или вам надо взять в руки банк, а премьеру взять все остальное, потому что сидит огромный зал, миллионные аудитории, сидят деловые люди, привезли деньги. Я смотрел ваше выступление, блестяще принимали на Дальнем Востоке. Не знаю, как у вас сил хватило после тех 3 дней интенсивных переговоров, но все в разнобой. Одна говорит, перегрелись, второй говорит, потолок уперлись, третий говорят, нет спада. На самом деле ситуация сложная, и вы прекрасно это понимаете. Я уверен, что у вас есть все необходимые данные. И сползти с 4 с лишним процентов, это главный посыл вашего послания, иметь мировые темпы. Если мы не будем мировые темпы, мы будем отставать. А сегодня отставать для нас
недопустимо ни с какой точки зрения. Они уже некоторые отрасли отпустили ниже процента. Но меня что больше удивило? Вы нас поддержали, выделили ресурсы, встретились у вас. Мы отстроили сельхозмашиностроение, прибавили 24%. Шикарный Кировский завод, великолепно. Гордимся этим. Такие цеха немцы были, позавидовали. Средний возраст 35 лет. Все с высшим техническим образованием. Работать готовы. Но вынуждены добавить наполовину обороты, потому что технику не могут взять по таким ценам, и здесь надо регулировать. То же самое Россельмаш. Я могу всю цепочку назвать. Но без техники этой на полях мы не уберем. У нас энерговооруженность на полях отстает уже и от Беларуси, от Казахстана. Я бы попросил тут вот дать «Единой России» поручение. Мы все подготовили. Мы готовы провести семинары на Кировском, Россельмаше. Кстати, у нас председатель выводит регулярно советы. Это исключительно правильное решение. То же самое касается отчасти авиации. Вы их в прошлый раз залетели и там разбирались и с моторами и прочее. Но я бы, не знаю, как вы отнесетесь, восстановил авиация для нас это спасение. Страна в 11 часовых поясов обязана иметь большой шлейф машин, и никакой тут иностранцы нам не помогут. У нас было 15 авиационных заводов, производили 1500 летательных аппаратов. Мы в состоянии все делать. Просто надо за это отвечать, надо спрашивать. Если не справляется, надо укреплять. Нужно мощное единое ведомство, потому что это не просто направление. Это гигантская отрасль, которая требует жесткой дисциплины и персональной ответственности. Что касается цены. Когда картошка в 4 раза дорожает в сезон, поручите нам с Кашиным и Харитоновым, мы решим эту проблему за 1 год. И несложно решить. Она решаема. Я занимался всю жизнь у себя на родине. У нас народные предприятия, которых спасибо вам за их поддержку, они ничего не берут у государства. Имеем огромные зарплаты, полный социальный пакет. Все школы, сады доступны и прочие отношения. Мы в состоянии решить эту задачу. Но тогда вот давайте вместе с Василием, он относится к этому с большим уважением, мы готовы провести занятия и в Грудинино в совхозе Ленина, и у Казанкова, который стал лучшим европейским предприятием. У нас там сейчас 220 тысяч голов свиней, 20 с лишним тысяч КРС, и мы чемпионы в этой пласти. Мы не сдуваем цены. По советским стандартам все делали. 3 завода там построили. Великолепное предприятие. Пусть посмотрят, как это. Кстати, Шаймиев и потом Миниханов не просто поддержали. Мы там у него на родине, у нас Казанков родился в Татарстане, провели в этом году праздник Уяв чувашского народа. Приехали все народные ансамбли со всей советской страны. 20 с лишним тысяч человек. Мы там отстроили уникальное село с полным представлением, как развивалось оно в нашей истории. И для нас очень важно, чтобы были приняты главные документы. Вы сейчас готовите встречу с журналистами и с посланием. В советской стране было 2 главных документа. Я изучал. У меня на столе план Гойл-Ро лежит. 800 страниц. Гениально подготовлен. 200 человек готовили. Всего 5 большевиков было. Готовили выдающие ученые. Сталинские 2 документа о размещении производительных сил и народонаселения по всей стране. Тогда это все приобретает более цельный характер. Но начали еще при царе готовить. Да, На самом деле, план Гойл-Ро начали еще при царе. Вот. Мы готовы к решению. И выборы мне хотелось с вами вдвоем обсудить. Но вот у меня тут в Советской России сегодня публиковали обращение нашего Воронежского обкома в целом вернуть народу право избирать. К сожалению, помните, у вас сидели, обсуждали стабилизировать ситуацию. Приняли блестящее решение. 50% по спискам, 50% по спискам. Отлично. Вы приняли тут решение сбалансировать состав руководства Государственной Думы. Если умный есть руководитель комитета, то, уверяю вас, будет работа, а не будет сутяжничать. У нас, если посмотреть на состав, и Мельнику блестяще работает, и Кашин,
и Харитонов, Останина сейчас целый пакет, и Калашников по регулированию миграции. Мы подготовили, это люди большого полета, очень грамотные и так далее. Но на местах иногда приходишь, одни единороссы убрали партийные списки, им не нужно, и нам не нужно, и никому это не нужно. Если люди не имеют возможность сбалансировать на местах, я не знаю, почему они не берут пример с президента, они обязаны это делать. На мой взгляд, тут есть большой резерв. Я на встрече вам покажу и расскажу, но мы крайне заинтересованы в том, чтобы новый состав Думы был сбалансирован, чтобы полностью выполнили послание президента, чтобы мы одержали победу с наименьшими потерями, чтобы люди имели возможность спокойно проголосовать и решать те проблемы, которые накопились, чтобы их слышали. Понимаете, у нас богатейшая страна. Народ должен иметь возможность и выразить свои отношения, и спросить с руководителей. Местные чиновники должны отмечать. Когда принесли нам закон, по которому надо убрать низовое управление, местные советы, это формировалось 1000 лет, начиная с крестьянской общины, казачьего круга, дворянского собрания, пархозактива. Это коллективные формы жизни русского человека и всех народов, которые мы собрали под свои знамена. Это принципиальнейший вопрос. Взять, ну что, где-то в Якутии за 100 километров будет очередной чиновник думать, как там бабушка живет или что у кого-то заболел. Это должны люди рядом, которые видят эти болячки, чувствуют, они иначе относятся. Мы не можем это упразднять. Мы должны, наоборот, эту сеть развивать. Тогда вы каждый год встречаетесь и отвечаете на вопросы. Он должен на месте это решать, отвечать и делать. Ну и продвинулись вперед. Все-таки давайте Сталинграду вернем подлинное имя, это принципиально важно. И поставим на место памяти Дзержинского. Народ просит, это будет справедливо. Давайте попросим исследование провести. Уверяю вас, 8 из 10 поддержат решительно и объективно. Это и вдохнет во всех дух победы, новых успехов. А мы заслуживаем этого. Вам спасибо за то, что вы четко и последовательно проводите ту линию, которую обнародовали. Она пользуется поддержкой, но все низовые структуры обязаны работать в этом направлении. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот, позвольте очень коротко отреагировать на некоторые вещи по поводу нашего подрастающего поколения. У них головы испорчены учебниками Сороса, вы сказали. Ну, действительно, такая проблема существовала. Думаю, что сейчас многое исправляется. Ну, а несмотря ни на что, несмотря на эти учебники, я здесь с вами согласен, их негативное воздействие очевидно, но все-таки степень такой семейно-общественно-государственной защиты все-таки у нас общество оказалось высокой, и наша молодежь, в общем, демонстрирует и патриотизм, и готовность Родину защищать, если нужно, стоять на защите наших ценностей традиционных. Я думаю, что мы можем быть этим довольны. Но, конечно, это требует постоянного внимания со стороны общества, со стороны средств массовой информации, ну и со стороны политических партий, безусловно. Просто у вас очень большая работа проводится. Я знаю, что и КПРФ проводит большую работу с молодыми людьми. И можно как угодно относиться к идеологии, да, но точно совершенно, я хочу вас за это поблагодарить, это патриотический настрой, и это очевидная вещь. Вот, а там нюансы какие-то идеологические, это другое. Отрегулирую. Да. Вот. Что касается сползания с 4 с лишним процентов роста ВВП, это не сползание. Это целенаправленные действия, это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности. Но вы правы в том, что надо понимать, где эта грань, за которой наступит переохлаждение, возможно, и рецессия. Вот, Главное, чтобы не заморозили. Да, вы правы. Да. Значит, ну, я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все-таки
исторический минимум безработицы сохраняется 2 с лишним, с небольшим процента. А это один из ключевых показателей состояния экономики и один из показателей того, есть у нас рецессия или нет. Вот. И рынок труда говорит об обратном. Тем не менее, вопросы очень серьезные. И, конечно, я убежден, что в ходе дискуссии в Государственной Думе при решении вопросов, касающихся главного финансового документа страны, закона о бюджете, там об этом все представители фракции об этом поговорят активно. Вы правы, и что касается авиации, никто здесь нам ничего дарить не будет, это очевидная вещь. У нас традиционно очень на хорошем высоком уровне было развитие боевой авиации, это продолжается. Сохранили, слава богу. Да, и сохранили, восстановили, и сделали много шагов вперед. И сейчас, несмотря на то, что нам боевая авиация самим нужна в условиях проведения специальной военной операции, я не считаю, что наши предприятия авиационного комплекса переразмерены. Мы не только полностью удовлетворяем потребности вооруженных сил Российской Федерации сегодня, но и поставляем необходимую технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом. Причем это самая современная, эффективная техника, проверенная в боях в рамках специальной военной операции. Хочу отметить, уже говорил об этом, у нас давно не было таких успехов в области авиационного двигателя строения. Да, ПД-14 мы сделали. С советских времен ничего не было. Даже не помню, в каком году последний двигатель был. Это, по-моему, конец 80-х годов. Вот. И мы сделали новый двигатель, просто отличный, не просто соответствующий мировым стандартам, лучше. И сейчас мы должны двигаться в направлении... 4 страны всего делают двигатели. 4 страны, включая Россию. Это точно одно из наших конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики. Но нам нужен двигатель для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета, это ПД-35. Промежуточный вариант будет ПД-26. Работа идет самым активным образом. Вот. Ну, конечно, мы давно должны были бы сделать все, что касается, решить все вопросы, которые касаются местной авиации, региональной авиации. Ну, конечно, для такой страны, как наша, с колоссальными территориями, летать из одной области в другую, соседнюю область через Москву, до сих пор это, к сожалению, продолжается. Это никуда не годится. Но надеюсь, что вот как обещают нам соответствующие специалисты, через года-полтора у нас, ну, даже уверен, уже в серию все пойдет, и будем летать на своих самолетах. Теперь по поводу местных советов. Ну, а разве у нас стоит вопрос о прекращении работы местных советов? Нет, Владимир, там действительно выносился вопрос, и было несколько версий. Была версия, о которой Геннадий Андреевич говорит, что прям централизованно принять единое решение по всей стране. Приняли такую компромиссную конструкцию, дать право регионам. То есть каждый регион сам принимает решение, сколько у него уровней. То есть имеет право регион принять решение, что у него на уровне местного самоуправления 2 уровня остается, и поселковый, то есть и село, и район, имеет право принять решение об одном уровне. Этот один уровень не обязательно районный, он может быть и поселковый. Это право каждого региона. Ну, хорошо, право. Владимир Владимирович, Вот, поверьте, извините, должен быть общегосударственный. Это вопрос исторического выживания. Не может быть в Татарстане один. Татарстан отказался выполнять эту, и многие другие. Некоторых через колено просто ломали. Это недопустимо совершенно. Низовой уровень должен иметь своих людей, которые за них будут заботиться. Это иначе что, из района за 50 километров приедет?
Не приедет никто. Да. А у нас не 50, есть и 500 километров где-то. Нам надо подумать, надо посмотреть. Хорошо. Да, потому что здесь Геннадий Андреевич прав. Не наездишься, не насмотришься. А потом уровень ответственности даже на малом Конечно. поселковом, он очень важен. Очень И важен. растут люди там, развиваются. Да. Совсем другой. Давайте посмотрим. Да. Ну, многие регионы так и приняли решение, что они, наоборот, усилили как раз уровень вот этот минимальный поселковый. Хорошо. Пардон. И теперь по поводу возвращения Волгограду имени его военного. Можно имени. все-таки 50 на 50 выборы. У нас впереди думские. Если мы сохраним вот вашу конструкцию, которую, если мы убережем талантливых людей, у нас будет абсолютно работоспособны и Дума, и местные законодательные органы, взаимодействие с губернаторами. Сейчас в условиях войны стабильность, максимальная сплоченность имеет принципиальное значение. А сейчас у нас не 50 на 50? Имеют право регионы устанавливать индивидуально. Они некоторые выбросили это. Нет У этого. кого-то в среднем 50 на 50, у некоторых регионов 70 на Остался 30. это неправильно. Это разрушает нормальные выборы, потому что если брать одномандатные округа, то партия власти и местные денежные мешки, и бандиты снова захватят власть. Мы уже это пережили. Мы в прошлый раз уходили от этого. Вы же у вас сидели, обсуждали. И тогда сбалансировали. Стали опять выхолащивать. Ерунда. Это нельзя этого делать. Хорошо, подумаем. Мы должны укреплять политическую структуру. Без стабильной структуры невозможно управлять. Хорошо, подумаем. Хорошо, вернемся к этому еще. Ладно? Ну и возвращение Волгограда имени Сталинград. Ну, надо подумать, местные жители решают. Но в целом нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в победе, надо иметь в виду, и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями, это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне. Как это сделать? Ну, это другой вопрос. Возвращение имени Сталинград городу сегодня, Волгограду, это прежде всего, конечно, должно решаться на вот таком региональном уровне. Но в этом я понимаю логику того, о чем вы сказали. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Так, Слуцкий, пожалуйста, Леонид Федорович. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Я, к сожалению, не смогу согласиться с уважаемым мною Геннадием Андреевичем относительно выборов. В существующем механизме выборов все зависит от нас. По итогам выбранной кампании «Единого дня голосования» 2025 года ЛДПР заметно усилила позиции. Это зависело только от нас, ни от кого другого. Мы реализовали мечту Владимира Вольфовича, стали вторыми по поддержке людей в 7 регионах из 11, где избирали парламенты. В городских думах столиц мы набрали существенно больше депутатов, чем в 2020 году. И, мне кажется, объединять партию власти, тут же бандиты и денежные мешки, как единый негативный фактор, ну, это не совсем правильно. Что касается рецессии, также не могу поддержать Геннадия Андреевича. Сейчас страна переживает главный исторический момент истины. Момент истины главный в нашей постсоветской, в новейшей истории. От того, как будет сейчас с нашей победой, с дальнейшим развитием страны, зависит судьба не только нашей страны, но и русского мира, русской цивилизации, тех, кто выступает с нами за многополярную мировую архитектуру. И сегодня здесь надо двигаться плечом к плечу, вне зависимости от партийного билета в кармане, возраста, вероисповедания или места жительства. И сегодня правительство и Центральный банк делают все возможное и невозможное. Я не говорю каких-то комплиментов, мы часто спорим и жестко спорим, но наша оппозиционность, как партии конструктивной оппозиции, в том, что мы находим, может быть, более короткий путь, и с нами правительство соглашается,
как следствие, десятки наших законодательных предложений каждую сессию Государственной Думы становятся частью федерального законодательства. Поэтому, конечно, можно думать насчет будущей выбранной системы и подумаем, подискутируем в отношении рецессии. Вы правы, от рецессии далеки. Мы победили более 20 тысяч вывернутых, необоснованных санкций и рестрикций, которые обрушились на нашу голову. Совершенно необоснованно, потому что любые санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Спасибо за включение, оказанное доверие мне стать членом небольшой, но профессиональной делегации на Генеральной Ассамблее ООН, которая начнется через несколько дней. Посмотрим, получим ли визы. Вот. Но что касается ситуации в экономике, нужно теснее взаимодействовать, а не вешать какие-либо ярлыки, и в этом суть нашего подхода. А вот в чем я категорически поддерживаю Геннадия Андреевича, это в том, что сегодня в мире действительно сложилось мировое большинство. Это не англосаксонский мир, они сами поставили себя за скобки нового глобального большинства. Это те, кто за то, чтобы каждая страна, сколь угодно малая, ее народ, традиции, история, культура, религия, национальный язык и так далее стали фактором принятия решений, фактором силы и влияния в новой, безусловно, многополярной мировой архитектуре 21-го столетия, где каждая страна выступает отдельным полюсом силы и влияния в новой мирной, безопасной и многополярной, безусловно, таким образом, мировой архитектуре, новой системе мировой политики международных отношений 21-го столетия. Это стало складываться с вашего, Владимир Владимирович, выступления на Мюнхенской конференции 2007 года. И сегодня действительно мы прошли точку невозврата, и слава Богу, в мировой политике против той деструктивной системы, которую нам навязывали апологеты однополярного мира, как то Бжезинский и же с ним, когда все решения за каждую страну будут приниматься в Вашингтоне или в Брюсселе, этому уже не бывать. И слава Богу. Кстати, учения «Запад-2025» продемонстрировали убедительно, что мы, а там помимо России, Беларуси, еще же были Бангладеш, Иран, Индия, Конго, Буркина-Фасо, Мали. Сегодня страны, которые действительно входят в новое глобальное большинство, при знаковой роли России демонстрируют возможность и защитить при необходимости, защитить новую многополярную мировую архитектуру. Единый день голосования – это важно. Основы наших побед заложил Владимир Вольфович, без которого мы прожили 3,5 года. Я хочу поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР, сохранение памяти о великом политике современной России, наш долг, как его учеников и последователей. Я хотел бы выразить огромную признательность Вячеславу Викторовичу Володину, руководителю Организационного комитета по подготовке и празднованию 80-летия Владимира Вольфовича, за неравнодушный подход и внимательное отношение к бессмертному наследию Жириновского. Ведь это, по сути, история современной России, история становления российского парламентаризма. Но сегодня хотел бы говорить, времени мало, не о результате единого дня голосования, хотя он для нас знаковый, впервые мечта Жириновского сбылась. Хотел бы говорить по работе, о работе по реализации тех наказов, которые мы получили во время кампании. И здесь без вашей поддержки, конечно, не обойтись. Начну со специальной военной операции. Мы не считаем, как коллеги, количество гуманитарных конвоев, они у нас уходят практически каждый день. Ближайший уйдет завтра, почти 400 машин. Каждая из них с нашим фирменным 4-миллиметровым бронелистом. Это разработка нашего волонтерского конструкторского бюро, своя система радиоэлектронной безопасности, модифицированная. Именно то, что просят ребята, которые защищают нас на фронте. И сегодня архиважно, действительно, чтобы каждый день мы проживали за страну, за президента, за скорую нашу победу. Я совсем недавно встречался с ребятами, которые вернулись с фронта. И у ребят, они подчеркивали, им важно, чтобы у каждого был свой праздник, свой федеральный праздник. Сегодня в ряде субъектов уже установлена, Владимир Владимирович, региональная дата – День ветерана боевых действий.
Но ребята просят, и я хотел бы перед вами эту просьбу поддержать, чтобы дата была для всей страны. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас поддержать нашу инициативу об общероссийской памятной дате «День ветерана боевых действий». Для бойцов, офицеров специальной военной операции это архиважно. То, что вы сказали по становлению ребят, возвращающихся с фронта, нашей гордости, важнейшим элементом нашей кадровой системы. Для этого программа «Блестящее время героев», многое другое. Я о чем-то хотел бы доложить вам в закрытой части. Это действительно зона нашей особой ответственности. Их социальная, медицинская, психологическая реабилитация. Этим необходимо заниматься уже сегодня. И сегодня мы полностью на себя взяли, так сказать, уже не 2, а 3 бригады. Казачья разведывательно-штурмовая бригада «Днепр». И теперь, конечно, наш Барс-Брянск, где наш Сергей Сергеевич Антошин, командующий бригадой. Теперь и знаменитая бригада Александра Невского, созданная еще в 2014 году. С ребятами общаемся каждый день, и они просили передать вам, Владимир Владимирович, слова искренней признательности за поддержку. Вместе победим. Что касается ситуации в регионах приграничья, совсем недавно был в Шебекино, несмотря на то, что 5 километров от границы и летают дроны, город в цветах, люди отказываются покидать свои дома, работают школы. Хочу сказать слова благодарности и губернатору Вячеславу Владимировичу Гладкову, и его команде. Работаем постоянно, работаем серьезно и будем также работать далее. Еще хотел бы сказать о важнейшей проблеме. Мы совсем недавно собирали наших пожилых людей, тем, кому мы обязаны нашим становлением, тем, кем мы смогли стать в свое время. И вопрос, который наши старшие коллеги ставили перед нами, там были и врачи, и деятели культуры, сельского хозяйства, металлургии, которые себя без остатка отдали стране, народному хозяйству. Есть определенная проблема неравенства в пенсиях и сегодняшнем подходе к присуждению звания ветеран труда. Мы подготовили свои предложения по установлению звания ветеран трудовой деятельности, что могло бы присуждаться вне зависимости от наличия наград. И речь о справедливости по отношению к старшему поколению – это наш генофонд, золотой фонд. Надеемся и тут, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, на вашу поддержку. Недавно провели выездное расширенное заседание фракции в Рязани. Это наша обычная практика с участием вице-премьера, руководителя социального блока правительства Татьяны Алексеевны Голиковой. Вопрос о кадрах для здравоохранения. Нам не хватает порядка 25 тысяч врачей, порядка 65 тысяч среднего медперсонала. И здесь вопрос не только в целевом образовании. Нужно решить эту проблему быстро, за год, за 2. Для этого нужны надбавки, но главное, надо, наконец, решиться и понять, новое хорошо забытое старое. Отработай на страну, которая дала тебе высшее медицинское образование, 3 года, как это было, 1,5 года, может быть, в новых регионах или на Дальнем Востоке. Но тогда мы сумеем действительно за год-два решить эту серьезную проблему, чтобы не было фельдшерско-акушерских пунктов, ФАПов на замке, чтобы не было такого, что в регионах не хватает профильных специалистов. Сегодня это действительно кровоточащая проблема. И думаю, что при вашей высокой координации мы комплекс мер решим в содружестве с правительством, так сказать, мы друг друга сейчас очень хорошо слышим. Кстати, председатель комитета по охране здоровья народа сейчас, по охране здоровья наш Сергей Дмитриевич Леонов. Комитет работает в тесном взаимодействии с Минздравом, он член коллегии Минздрава, и таким образом данные пути решения проблемы нехватки медицинских кадров в стране решать необходимо во имя здоровья нации. Мы говорим сегодня, Владимир Владимирович, Россия больше, чем Москва. Это значит, что мы должны решать архисложную, кому-то покажется фантастично, что может быть утопично, но мы должны двигаться к равенству возможностей по зарплатам, по рабочим местам, по образованию, здравоохранению между Москвой и регионами.
Это, конечно, цель, которую не достигнешь за год, за два, за несколько, но к этому надо двигаться. Я, кстати, хочу поблагодарить Сергея Семеновича Собянина, который очень и очень много работает, не только он и его команда преобразили нашу любимую столицу, и много помогает новым регионам, много помогают фронту. Вот. Здесь можно сказать слова особой благодарности Сергею Семеновичу. Вместе с тем, вопрос, который я хотел затронуть именно сейчас, на открытой части, вопрос неравенства школьного образования. У нас вот мы взяли топ-50 школ, которые готовят ребят, подготовили на последние за несколько лет международные олимпиады. Из них 41 столичная школа, еще 5 Петербург и область. Вся, если так позволите выразиться, не столичная Россия, всего 4 школы. Свой доклад по этому поводу я направил министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову. Думаю, что мы сумеем двигаться к решению этого вопроса. Многие инфраструктурно значимые проекты в этой важнейшей сфере, территория Сириус и многое другое, вы курируете лично, держите в поле внимания. Это наше будущее, это наши дети, поэтому по этим вопросам, с вашего разрешения, будем советоваться и сверять часы. Важнейший вопрос, который нам сегодня ставят люди, это миграция. Мы недавно были в Новосибирске, я посетил за последние несколько недель 17 регионов. Мы приняли участие в открытии станции «Спортивная», которую открывали последние 50 лет, слава богу, она открылась. Много сделал полпред президента в Сибирском округе Анатолий Анатольевич Серышев, вот, команда губернатора. Но вместе с тем мы выехали в так называемое, извините, так оно называется, жители так назвали, Хилокское гетто, это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты, антисанитария, хамство, аморальное поведение. Сегодня надо сказать, что многие законопроекты ЛДПР в плане нормализации ситуации в сфере миграции, о чем постоянно говорят люди, уже приняты. Вместе с тем, наше предложение, я предлагаю его поддержать всем парламентским партиям, всем фракциям в Государственной Думе о введении ограничения на въезд в страну семей мигрантов, не имеющих гражданства России. Эти огромные семьи въезжают, дети создают беспорядок в школе, очереди в медицинских, социальных учреждениях. По разным оценкам мы сэкономим десятки миллиардов рублей, кстати, если не будем бесплатно учить и лечить. Ты приехал зарабатывать деньги, приезжай, но твоя огромная семья здесь ни при чем. Причем те деньги, о которых я сказал, из регионального бюджета. Регионам сегодня надо помогать. И здесь еще один важнейший вопрос, который ставят люди, и который вам очень и очень хорошо знаком. Это жилищно-коммунальное хозяйство. Проблемы ЖКХ, накопленные годами, сегодня волнуют практически каждого гражданина страны. Сети, которые приходят еще с советского периода в упадок и без ремонта все эти 30 с лишним лет, это недобросовестные капитальные ремонты, непрофессиональные управляющие компании. Для выполнения поставленных вами, Владимир Владимирович, государственных задач по повышению качества жилищно-коммунальных услуг, мы считаем, что надо рассмотреть вопрос о формировании, возможно, отдельного ведомства, самостоятельного регулятора, который обеспечит здоровое государственное планирование и решение вопросов технического учета жилищного фонда, объектов сопутствующей инфраструктуры, своевременной модернизации, сбалансированной тарифной политики. Такое ведомство сделает государство основным заказчиком объема и качества жилищно-коммунальных услуг. Надо контроль над ЖКХ выводить из частной обратно в государственную сферу. И будет осуществлять комплексный контроль и надзор за участниками рынка и результатами их деятельности. Высокий профессионал, вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин, работаем с ним в полном взаимопонимании, но тем не менее вопрос по ЖКХ нужно решать, наверное, и наверняка на стратегическом уровне. Завершая, я отмечу, что сегодня вы абсолютно правы, вы об этом говорите постоянно, и об этом же сказал Вячеслав Викторович, открывая сессию вчера в Государственной Думе, и нацелил депутатов на более плотную работу с регионами. Мы полностью поддерживаем этот посыл. Недавно в Мариуполе мы были на уникальном предприятии, где наши
русские мужики делают уникальные детали на автомобилей не хуже, а лучше, чем европейские. Мы Азовтраку, конечно, поможем, но здесь нужны серьезные государственные программы, которые мы в ближайшее время хотим предложить. В Липецке реализует уникальный проект губернатор Артамонов по внедрению искусственного интеллекта в управление регионом. Поможем снять ряд законодательных ограничений. В Костроме не могут реставрировать дома, которые являются объектами культурного наследия из-за очень и очень усложненной процедуры реставрации. Если оставить все как есть, мы рискуем просто это русское наследие потерять, поэтому мы уже в ходе этой сессии внесем соответствующие поправки в законодательство. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за эту сверку часов, за то, что мы непрерывно имеем возможность с вами сверять часы по вопросам и внешней, говорю как председатель комитета по международным делам, и внутренней политики, и продолжаем работать. ЛДПР на марше. Спасибо. Спасибо большое. Вы подняли ряд очень важных вопросов, безусловно, актуальных. Кадры в сфере здравоохранения. Ну, вот как решать эту проблему после окончания вуза? Давать срок какой-то обязательной работы по распределению или нет? И вообще как относиться к распределению? Здесь споров много, но в целом это один из возможных вариантов решения проблемы. Это правда. Значит, по поводу равенства возможностей для всех граждан вне зависимости от места проживания, это то, к чему мы все должны стремиться. Ясно. И здесь в том числе, может быть, в первую очередь, это вопрос реформы заработной платы в социальной сфере. Но это очень сложный вопрос. И здесь главное не ошибиться и не опоздать, и вперед не забегать. Это очень рассчитываю на то, что как раз и в Государственной Думе депутаты очень профессионально к этому отнесутся. Профессионально. Так, миграция. Действительно, многие решения приняты. Надо добиться их исполнения. Это чувствительная сфера очень для граждан. И власть не на федеральном уровне, не на местах не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать. Но решать невозможно будет, если постоянно не держать их в поле зрения. Это точно совершенно. Значит, дальнейшее совершенствование принятых решений востребовано, и я буду вам благодарен, если поступят какие-то конструктивные предложения. И сфера ЖКХ, безусловно, важнейшее направление. Ну что ж, от этого зависит социальное благополучие всех российских семей, всех граждан страны. Нужно или не нужно отдельное ведомство создавать? Ну, давайте подумаем. В рамках Министерства строительства сейчас эта работа ведется. Если вы полагаете, что нужно какое-то отдельное ведомство создать, можно над этим подумать. Только, естественно, не хотелось бы создавать излишнюю бюрократию. Опять министерство, машины, секретари, помощники. В общем, нам надо подумать. Но в целом, конечно, это важнейшая сфера. Если будет ведомство, значит, будет бюрократическое. Ведомство не может не быть не бюрократическим. Так не получится. Но, тем не менее, безусловно, административный ресурс там должен быть серьезным. С этим я согласен. Да. Хорошо, спасибо. Сергей Михайлович. Уважаемый Владимир Владимирович, тоже хочу высказать вам благодарность за то, что в начале сессии есть возможность обменяться мнениями, вы нас принимаете. Но и также не могу не сказать вам благодарности за оценку единого дня голосования. Вы абсолютно правы. Все парламентские партии подтвердили свой парламентский статус. Ну и я несколько слов хотел бы об этом сказать. Наша партия выдвинула более 8 тысяч кандидатов, из них 102 человека – участники специальной военной операции, 8 из них стали депутатами. Очень рад, что член Центрального совета нашей партии Олег Алексеевич Николаев во второй раз стал губернатором Чувашии. Ну и не могу не сказать, что мои коллеги, женщины, Татьяна Алексеевна Солодина в коме,
и Надежда Игоревна Ефремова в Калужской области заняли второе место на выборах губернатора. Неплохие результаты мы получили в Челябинской, Новгородской, Орловской областях. Хорошо выступили на думских, я имею в виду городские думы и советы. Уверенно заняли третье место, 38 мандатов. Работаем с людьми, слушаем их. И вот в этой связи еще раз по выбору Геннадий Андреевич эту тему затронул. Но смотрите, что у нас получилось. В городской думе Магадана 21 депутат, 21 член «Единой России». Ни одна другая парламентская партия туда не прошла. Благодаря тому, что только мажоритарная система. Вот по Госдуме у нас все нормально. Выборы в Госдуму у нас 50 на 50. Половина одномандатных округа, половина идет по партийным спискам. Но на местах очень часто вот этот перегиб идет, где-то вообще отказаться от партийных списков. Но если мы считаем, что у нас вот наша партийная система сложилась, то, наверное, как-то нужно это пролонгировать. И хотелось бы... Ну, кстати, вот в Костроме из 33 мандатов 31 мандат у «Единой России». В прошлом году в Нарьян-Маре то же самое, все мандаты. Похожая ситуация и в Хабаровске, и в Улан-Удэ, и в Твери. И здесь, конечно, нужно смотреть на необходимость изменения вот такого блока. Теперь я хотел бы несколько слов сказать о специальной военной операции. Но, прежде всего, то, что вы абсолютно правильно говорите, это будущее наша элита, и то, что обязательно нужна социальная интеграция участников специальной военной операции, мы полностью это поддерживаем. Они проявляют беспримерную храбрость, мужество, героизм. И мы очень внимательно следим за продвижением по всей линии фронта наступления нашей армии и рады за них. Но вот с точки зрения решения их вхождения во власть, мы предлагаем законопроект установить квоту. Мы предлагаем 3% на федеральном уровне, на региональном и на муниципальном, для того, чтобы действительно они могли. Ну и еще один вопрос. Я думаю, что будет абсолютно справедливо, если вот у нас отлично работает Дальневосточный гектар, и вот на Дальневосточном форуме говорилось, сколько людей туда приехало, но было бы абсолютно правильно, если бы для участников специальной военной операции, для семей погибших, в субъекты федерации, а именно в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, тоже безвозмездно выделялся бы гектар земли. Они отвоевали эту землю, да, и было бы абсолютно справедливо, если бы они там могли получить такую. Теперь несколько слов о наших пенсионерах. Ну, во-первых, спасибо вам за то, что в 2023 году были проиндексированы на 5%, в прошлом году на 7,5% и в этом уже на 9,5%. Очень хорошо. Но наши пенсионеры, вот мы когда общались, они, конечно, в основном деньги тратят на продукты питания. И вот инфляция, и, я бы сказал, продуктовая инфляция отдельно. У нас общая инфляция считается, там, когда замечательно говорят, что турпоездки в Арабские Эмираты стали дешевле на 9%, но большинство людей, для них это ерунда. Вот то, что там хлеб, яйца, молоко, гречка покупает каждый день. И вот здесь мы считаем, что кроме индексации пенсий, которая проходит раз в год, может быть, вообще рассмотреть возможность ежеквартально индексировать, потому что не успевает. Вот проиндексировали на год, а инфляция все съедает. А вот если бы мы по итогам каждого квартала бы индексировали, то это было бы заметно и положительно для наших пенсионеров. Хотел бы, Владимир Владимирович, затронуть вопрос культуры. Но я горжусь тем, что наша партия единственная, у которой программа начинает раздела «Культура». Дело в том, что мы сейчас живем по закону от 1992 года. Дата говорит сама за себя. Я имею в виду закон о культуре. И там есть такая статья 9. Я, с вашего позволения, ее процитирую. Права человека в области культурной деятельности приоритетны по отношению к правам в этой области государства и любых его структур, общественных и национальных движений, политических партий, этнических общностей. И дальше можно продолжать. Но самое главное, что права человека приоритетны по отношению к государству. А как же у нас ваш замечательный указ о духовно-нравственных ценностях? И мы, когда высказываем претензии министру культуры, она разводит руки, там у меня нет рычага. Вот они сотворили, и у них приоритет. А все-таки должен быть приоритет государства. И моя коллега
наша с вами землячка Елена Григорьевна Тропека, первый заместитель председателя комитета по культуре, подготовила законопроект, очень простой. Исключить эту статью 9 из этого закона. И что очень приятно, поддержали уже и Министерство культуры, официальное письмо прислало, и Министерство юстиции. Я думаю, и прошу вас тоже поддержать, потому что вот мы сразу дадим рычаг и дадим механизм реализации, в том числе всех наших духовно-нравственных принципов Министерству культуры. По миграции тоже хотел бы сказать. Но люди жалуются. Здесь объективно нужно тоже понимать. Не во всех регионах эта проблема есть. Но в центральной европейской части России, я уж не говорю про Москву, про Санкт-Петербург, про все крупные города, конечно, такая проблема есть, и она стоит очень остро. И в этой связи, вы знаете, был очень приятно удивлен. Вот, например, министр экономического развития Решетников буквально на днях высказал то, что мы высказываем уже некоторое время. Надо отменять патентную систему. Вот в Белоруссии никакого патента нету. Докажи, что тебе нужны рабочие руки извне, привези их без семей. Отработали, деньги получили, уехали. Да? И вот мы считаем, что вот эту патентную систему обязательно нужно отменять. Ну и еще у нас есть одно предложение. Дело в том, что, ну, назовем вещи своими именами, вот никто толком не знает, а сколько же вообще вот мигрантов, в том числе на нелегальном положении, находится у нас. Есть официальная статистика, из тех, кто въезжает, только 28% собираются работать. Зачем остальные едут? Тащат свои семьи. У нас вот по школам там тоже есть проблема. И в этой связи мы, например, предлагаем, если кто-то из них совершил преступление, он должен ответить по всей строгости закона, а вся его семья, весь его клан немедленно депортированы за пределы Российской Федерации. Круговая порука. Пускай отвечает за своих граждан. Теперь тоже несколько слов по ЖКХ. Но вот это последнее повышение официально на 11,9, но из субъектов дали возможность регионам иногда побольше делать. Но вот уже поступает и 22, и 23, и 24, и 25% непосильно. Ну и не могу не обратить внимание на доклад генерального прокурора, который сейчас уже в ближайшее время станет председателем Верховного суда, Игоря Краснова. Они проверили, и оказалось, что завышение и на 5,7 миллиардов рублей. Причем они показали, на что эти деньги идут. Оказывается, на проведение корпоративов, на представительские машины, на какие-то онлайн мероприятия и на отдых семей. И здесь, конечно, необходимо наводить порядок. И вот мы, когда общались во время избирательной кампании, ну вот понятно, нету людей, довольных системой ЖКХ. У всех есть проблемы. Но знаете, что спрашивают? Вот мы платим, а куда деньги-то наши идут? И в этой связи вот у нас такое предложение. А что, если обязать управляющие компании, и, кстати, ресурсопоставляющие компании, и те, кто занимается вывозом твердых бытовых отходов, мусором, а пускай хотя бы коротко в платежках, вот, которые каждый месяц люди получают, пишут, а вот на что эти деньги пошли? А может быть, раз в квартал пускай делают более такой подробный отчет, и QR-код, все люди современные пользуются, чтобы посмотреть вообще, на что эти деньги ушли. Теперь, да, и по поводу демографической проблеме. И спасибо вам огромное. Вы уделяете очень большое внимание этой проблеме, постоянно об этом говорите, и действительно нужно решать. Много здесь есть проблем. Я остановлюсь только на одной, на проблеме жилья. Ну, во-первых, спасибо вам, Владимир Владимирович. Наконец-то вы в прошлом году утвердили статус многодетной семьи и единый по всей Российской Федерации. А то у нас было в каждом субъекте разное. Но коль скоро теперь появился единый статус с точки зрения, что 3 детей, так, наверное, единые льготы должны быть у всех, потому что очень разница большая по регионам. Ну и возвращаясь к жилье, ну, назовем вещи своими именами, ипотека не по карману, в том числе в связи с учетной ставкой Центрального банка, которая снижается, но все равно все это задрано и многим не по карманам. И в этой связи наемное социальное жилье
да, это не собственность, но жить-то сейчас можно. И можно заводить нормальную семью, я имею в виду большое количество детей. И опыт такой есть в Сургуте и в Екатеринбурге, Воронеже. Строятся такие дома социального найма и очень, кстати, успешно. Ну и у нас есть еще одно предложение, давнишнее, строить сберкассы. И, кстати, вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал при назначении нашу эту идею. Надеюсь, что рано или поздно здесь это двинется в нужную сторону. Я напомню, что по сравнению с ипотекой в 2,5 раза для граждан дешевле строить сберкассы. Ну и еще теперь о промышленности, по импорту замещения. Действительно необходимо для того, чтобы решать все социальные проблемы, чтобы у нас развивалась наша устойчивая экономика. И нашей партией разработана специальная экономическая программа под названием аббревиатура «Курс». Разработал вице-спикер на парламенте Александр Михайлович Бабаков. И там действительно и технологический суверенитет, и прозамещение опорного ресурса производства. Но самое главное, как вы правильно говорите, как вы сказали на Дальневосточном форуме, главное, чтобы это была экономика высоких зарплат. И здесь конечная цель, конечно, уверенный рост благосостояния людей. И здесь хочу обратить ваше внимание, что в марте 2022 года было принято постановление номер 393 о льготном кредитовании системообразующих предприятий промышленных рабочих в условиях СВО. Дала результат. Мы сразу видели, действительно все это работает. Но и здесь совершенно очевидно, что критически важные отрасли, конечно, нужно выделять и выделять дополнительное финансирование. Но вот сейчас готовится к внесению бюджет. Я уже посмотрел и вижу, к сожалению, что у нас идет сокращение расходов по проекту по содействию в реализации инвестиционных проектов и поддержке производителей высокотехнологичной продукции, по развитию промышленной робототехники и автоматизации производства, снижение. Мы только-только недавно утвердили, и да, если мы хотим быть суверенным в экономике, то, конечно, мы должны развивать свое. И здесь отдельно хочу сказать, что сегодня идет субсидирование робототехники, замечательно, но, к сожалению, в том числе импортной робототехники. То есть у нас есть уже, были на заводе в Челябинске робототехника готова развиваться, только зачем же мы спонсируем импортную робототехнику, когда у нас есть свои заделы, и лучше это делать сейчас. Ну и когда, естественно, возникает вопрос, где дать дополнительные средства, вот предложение, мы традиционно готовим сейчас альтернативный бюджет. Ну вот, например, первое, провести аудит эффективности предоставления обратных акцизов нефтегазовой отрасли. До 3 триллионов рублей на это обратно акцизы, когда нефти и газом возвращают акцизы. Второе, конечно, обратите внимание, спасибо вам огромное, что у нас уже 2-й год действует прогрессивная шкала подоходного налога. Конечно, те, кто получает более 50 миллионов рублей, 22%, но у нас есть и значительно более богатые люди. Но есть один нюанс. Дело в том, что на дивиденды стандартная ставка без прогрессии. И все богатые люди, вот все, кто получает даже хорошую зарплату, все равно какую-то прогрессию платят. А богатые все вводят через дивиденды, на которых прогрессии нет. Вот если мы сделаем прогрессию на дивиденды, тоже это будет один из выходов. Ну и 44-й федеральный закон, у нас взаимозависимые лица не подпадают, необходимо, чтобы они тоже подпадали под этот закон. Порядок возмещения налога на добавленную стоимость при поставке сырья за рубеж. Огромные деньги, но все-таки вот пример Китая, если глубокая переработка, а некоторые даже наши и нефть, и газ требуют глубокой переработки, там что-то можно возвращать. А если просто вот так вот гонят по трубам, наверное, частично можно что-то давать, но, конечно, нужно сокращать. Ну и мы считаем, что нужно вводить налог на сверхприбыль банков и горной отрасли. И горная отрасль у нас как-то жирует, сама по себе живет, хороший источник доходов. Ну и налог на роскошь. У нас есть те, кто владеет и пароходами, и самолетами, и вертолетами. Здесь по недвижимости тоже, но здесь обязательно нужно сделать так, чтобы никто не пострадал при введении такого налога. Ну и
Завершая, хочу сказать, что все, что я сказал, это и поддержка многодетных семей, забота о старшем поколении, развитие промышленности, укрепление экономики. Это единая идеология, оформленная нами на последнем съезде весной этого года, в такую идеологию патриотического социализма. 25 октября у нас состоится съезд очередной, и мы там разовьем эту тему. И я абсолютно уверен, что патриотический социализм – это прежде всего Родина, это суверенитет нашей страны. Ну и, конечно, это достаток каждого человека в России, и, конечно же, это справедливость. Над этим мы работаем и продолжим нашу работу. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Михайлович. Значит, позвольте некоторые вещи, на которые хотел бы обратить внимание. Ну, все знают мое отношение к людям, которые воюют на фронте, собой рискуют, жизнь отдают, к сожалению, иногда. Вот их родственники и тех ребят, которые возвращаются с линии фронта, конечно, мы должны поддерживать. И из них должны формировать кадровый резерв. Понятно. Вот, но я сейчас на что обращаю внимание. Вы сказали, что, может быть, установить какую-то квоту для участников СВО при их вхождении во власть. Привлекательная вещь. Это так же, как квота для женщин в некоторых странах есть. Квота в парламенте. Столько-то женщин должно быть. Квота таких-то, таких-то. Квота инвалидов и так далее. Вроде благородно и побудительный мотив хороший. Единственное, что я боюсь, чтобы не превратилось это в формализм какой-то. Вот. Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому другому привлекать людей во власть, а по личным и деловым качествам. Ясно, что один аспект преданности Родине, готовность отдать жизнь за нее присутствует. Но я и с ребятами, когда вот встречаюсь с ними, те, которые проходят нашу платформу «Время героев», и с другими участниками, когда встречаюсь, мы по-честному говорим. И они сами по-честному говорят. Я встречался с некоторыми, говорю, а как вот туда вот не хотите, а власть куда-то, знаете, это не мое. Ну не мое. Потому что я хочу там-то себя вижу, там-то, я хочу заниматься творчеством. А один говорит, а я хочу там даже там, в театральные вузы какие-то поступать. Да, есть такие ребята, талантливые просто, очень талантливые. Вот, а есть такие, которые хотят заниматься техническим творчеством. Во власти себя не вижу. Вот, поэтому и среди них, понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится. Поэтому среди этих людей надо выбирать. Надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности. Вот. Ну, я не говорю, что кого-то не нужно, но надо подумать. Есть вопросы, над которыми надо подумать. Значит, земля для участников СВО. Да, согласен. Более того, в некоторых новых территориях наших исторических такие решения уже принимаются. Но в целом вы правы абсолютно, я бы это поддержал и расширял бы эту практику. Так? Значит, теперь индексация ежеквартально различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать. Есть другой способ. Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ – подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было. И вот в этой связи хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках закона о бюджете. Вот это чрезвычайно важно. Много соблазнов появляется. Вот сейчас, значит, напечатать денег, раздать. Но какой будет результат? Инфляция. И мы можем, значит, в попытке улучшить положение некоторых категорий граждан, которые, безусловно, нуждаются в нашем внимании с нашей стороны и в поддержке, но нужно выбирать такие действия, которые бы фундаментально решали проблему. Хотя субсидии, поддержка, они нужны, точечные вещи. Но в ходе дискуссии с правительством вы, наверное, выберете оптимальные варианты. Так? Значит, теперь отмена патентной системы для мигрантов. Надо подумать. Здесь она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать. Да? Значит, вот что касается уровня тарифов
в системе ЖКХ. Я с вами полностью согласен. На местах точно совершенно должны выдерживать заданные параметры. И здесь я обращаюсь ко всем лидерам фракций. Здесь работа, контроль со стороны депутатов на местах в высшей степени востребован. Так, значит, теперь по поводу решения демографических проблем. Здесь много граней. Значит, единые льготы по всей стране. Ну, доход-то в регионах разный, мы же понимаем. Это очень бы хотелось, первое. Второе, к этому надо стремиться. Третье, расходы в разных регионах тоже разные. Одно дело уровень стоимости жизни в Москве, а другое дело в каком-то другом регионе. И вот как у Карла Маркса и Фридриха Энгельса было, да? Значит, разная оплата разным людям, она не ведет к социальной справедливости. Вот так это у них проходит там. И, по-моему, и Владимир Ильича это тоже где-то было. Поэтому, ну, если человек одну и ту же зарплату получает в Москве и в другом месте, значит, там, где жизнь дешевле, ну, он будет поставлен в лучшее положение. Хотя сегодня, конечно, в лучшем положении, прежде всего, те, которые в Москве проживают. Это вопрос, который ждет своего кропотливого исследователя в вашем лице и в лице других депутатов Государственной Думы. Вот. Теперь жилье. Ну, конечно, ключевой вопрос. У нас Марат Шакирзянович, мы с ним постоянно в контакте. Вот он недавно докладывал очередной раз. В целом у нас будет хороший результат по этому году. За 100 миллионов. Хороший. В значительной степени за счет заделов прошлых лет. Но, тем не менее, мы постараемся и создать ситуацию для застройщиков, для инвесторов, с тем, чтобы и на будущие годы работа шла должным темпом. Здесь вопрос в чем? Да, конечно, ключевая ставка и льготы. Да, ключевая ставка и уровень ипотечного кредитования, ипотечные ставки высокие, но льготы-то мы сохраняем. Да, поэтому вот это вопрос. Сохранение этих льгот и для некоторых регионов, и Дальний Восток, и Арктика, ну и семейную ипотеку сохраняем. Это тоже вопрос, Сергей Михайлович, тоже вопрос инфляции. Ничего другого здесь нет. Вот хотелось бы сохранить льготную ставку как можно шире. Но это значит, что просто из бюджета нужно будет отдать гораздо больше денег, чем сейчас. Вот и все. Нам нужно стремиться к подавлению инфляции и привести в должное состояние все ставки банковской системы, коммерческих банков, в том числе и ипотечные. Но, тем не менее, определенным категориям граждан, определенным территориям эта льготная ставка ипотеки должна сохраняться. Это точно совершенно. И просил бы вас, конечно, тоже на это обратить внимание в ходе дискуссии по бюджету. Так, наемное жилье. Вы абсолютно правы. И это, в принципе, уже делается. Надо расширять эту форму. Здесь у меня, в общем, полное с вами понимание и поддержка. Так, значит, вот что касается в промышленности, вы обратили внимание на то, что принимаются такие решения, которые по сути ведут к субсидированию иностранного производителя. Безусловно, нужно делать все для того, чтобы это сокращать. Ну, конечно, тоже только аккуратно очень, потому что субсидировать точно не нужно, но закрывать рынок для тех продуктов, которые крайне нужны нашей промышленности, тоже нельзя. Очень аккуратненько надо. Но субсидировать иностранного производителя точно не нужно, потому что на Западе и так очень активно субсидируют своих производителей. Значит, вот по поводу других фискальных вопросов, обложение дивидендов, значит, налог на роскошь и так далее. В целом все, мне кажется, очень разумно. И в некоторых других странах, я уже говорил об этом, в тех же Штатах, во время сейчас я хочу деполитизировать этот вопрос, да, но во время Вьетнамской войны, Корейской войны они так и делали.
они поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами. В принципе, и мы так делаем. Здесь важно не переборщить, а аккуратненько. Но в целом, когда люди видят, что их средства так окрашены, идут на конкретное благородное дело, в общем-то, возражений нет. У нас люди очень патриотично настроены, и не жадничают. Нам важно, чтобы они видели, что это идет на конкретное благородное дело, как я сказал. Ладно? Подумать можно. Пожалуйста, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, Да, абсолютно вас поддерживаю, что борьба с инфляцией – одна из наших приоритетных задач, особенно в этом бюджетном цикле, потому что мы знаем, что инфляция больше всего как раз бьет по небогатым людям. Поэтому надо, чтобы нашими благими намерениями не было, чтобы нас куда-нибудь не туда это не завело. И спасибо вам большое за высокую оценку работы всех парламентских партий на выборах в этом году. Новым людям партии 5 лет, и для нас это были самые крупнейшие региональные выборы за все время существования партии. И это очень хороший для нас год. Мы третья партия по количеству наблюдателей, третья по количеству выдвинутых кандидатов. И наши граждане избрали 700 наших депутатов разного уровня в этом году. Мы прошли 8 региональных парламентов, и сейчас представлены уже в 44 региональных парламентах. Это половина страны. За 5 лет, я считаю, это хороший результат. И очень высокие результаты у нас в больших городах: Воронеже, Смоленске, Чебоксарах, Ижевске, Томске, Новосибирске. И вот хочу вас заверить, что у нас работал штаб наблюдения 8 тысяч человек. Это у нас в 3 раза больше, чем в прошлом году. И скажу вам, что серьезных нарушений на этих выборах не было. Какие-то отдельные случаи всегда бывают, но год от года у нас качество выборов улучшается. Очень хорошо себя показала система дистанционного электронного голосования. Многим людям, им это удобно, можно и прямо из дома проголосовать. Особенно молодым людям это удобно, ну и не только. Считаю важным, что молодые горожане приходят на выборы, знают, что их голос влияет, что политика – это и про них тоже, что можно избираться и быть избранным, там, кто бы что ни говорил. Большую поддержку получили наши кандидаты-ветераны СВО. Так, в Нижнекамске победила Лариса Нуриева. В течение 19 лет она руководила волонтерским движением и в 22 году пошла на фронт добровольцем. Сейчас она в звании лейтенанта награждена медалью за помощь фронту и мирному населению Донбасса. Те ветераны специальной военной операции от новых людей, которые еще не стали депутатами, вошли в руководящие советы наших региональных отделений. Поэтому, мне кажется, очень важно давать возможность реализоваться тем, кто хочет в политике. Работа, которой сейчас занимаемся в регионах, это помощь вернувшимся с фронта. В работу включаются все отделения по стране. Мы с вами обсуждали нашу партийную программу «Я в деле». Это такая образовательная программа, в которой молодые люди получают первый опыт в предпринимательстве. Вы эту программу поддержали 3 года назад, и благодаря этой поддержке 310 тысяч студентов, школьников прошли обучение в программе. И в 2024 году мы открыли эту программу для студентов в Луганске и Донецке. Работаем в 6 вузах, и студенты очень вовлеченные, программа востребована, много детей, участников специальной военной операции участвуют. Это нас очень радует, потому что тоже один из способов реализации и молодых людей, и участников СВО – это бизнес, или, по крайней мере, первые шаги в нем. К теме миграции тоже добавлю, что есть предложение от вернувшихся с фронта активнее привлекать их в различные подразделения МВД, в том числе в подразделения по борьбе с нелегальной миграцией. Я вот за это лето проехал 19 регионов, и это предложение мы обсуждали, и люди очень его поддерживают. Мы эту идею уже тоже передали в МВД, поэтому мне кажется, что наши ветераны специальной военной операции могут в разных деятельностях реализовываться, возвращаясь в гражданскую жизнь. Это вот и в политике, и в бизнесе, и работая в различных
правоохранительных органах, ну и многих других, вот мы знаем, в культуре. Продолжая тему миграции, с 1 сентября в Москве и Московской области по вашему указу заработал цифровой профиль иностранного гражданина. В народе называют «Мигрант ID». Очень тоже из регионов спрашивают, а когда у нас будет? Я им рассказываю, что в соответствии с вашим указом с 1 июля 2026 года будет по всей стране. Сейчас надо отпилотировать, потому что нельзя масштабировать то, что еще себя не показало. Вот люди очень ждут, хотел вам это от них передать. Нам скоро принимать новый бюджет, и наша партия всегда думает не только как потратить средства из бюджета, но и как его пополнить. В понедельник на совещании с правительством вы сказали, что в зоне особого внимания должны быть те, кто уклоняется от уплаты налогов. И с этим согласны все добропорядочные и компании, и индивидуальные предприниматели. Потому что когда одни платят, а другие не платят, конечно, это вызывает возмущение у тех, кто платит. И здесь нам это не годится. И со своими будем разбираться, и предприятиями, да, и уклонистами. Но и тоже вот по оценкам различных экспертов, мигранты недоплачивают наш бюджет от вокруг 500 миллиардов рублей. Это много. Там есть даже оценки Совета по правам человека до триллиона. Но я думаю, что здесь можно посмотреть объем денег, которые они переводят за границу, объем денег, которые сейчас уплачиваются налоги. Это цифры не совпадающие. Поэтому у нас есть предложение запретить мигрантам переводить за рубеж больше своей официальной, размера своей официальной зарплаты. Вот предприниматели, если что, сразу блокируют по 115 федеральному закону. А мигрант в конверте деньги получил и домой перевел, и это происходит, и это недопустимо. Мы предлагаем привязать Мигрант ID, цифровой профиль иностранного гражданина, к приложениям всех банков. Там должно быть указано официальное место работы и сумма зарплаты. И это максимальная сумма, которую можно переводить за границу. Если поступление превышает 50 тысяч рублей в месяц, а налог не уплачен, банк замораживает счет и проверяет, откуда взялись деньги. Если это нелегальный доход, мигрант заплатит налог и штраф. При повторном нарушении, наверное, нужно делать депортацию. Просим вас поддержать это предложение. Есть инициативы, которые могут показаться мелкими, но поскольку речь идет все равно о десятках миллиардов рублей доходов в бюджет, я считаю их достойными к упоминанию. Во-первых, предлагаем сделать официальную продажу красивых автомобильных номеров на госуслугах. В Узбекистане, например, такие номера, за них бюджет получает эквивалент 2,5 миллиардов рублей. И это у них всего 4 миллиона автомобилей. У нас больше 50 миллионов автомобилей. Не все будут хотеть красивые номера, да, но те, кто будут хотеть, вот пусть уплатят 25 миллиардов рублей в бюджет. Я думаю, что и так сейчас какие-то там есть вокруг этого, кто-то что-то продает, но мне кажется, прозрачнее на госуслугах, деньги в бюджет, и люди тоже будут довольны. И поэтому ничего сложного нет. Министерство экономического развития разработало всю необходимую правовую базу под это. Но решение уже 2 года откладывается. Я предлагаю взять и сделать, уже вам вручу потом письмо. Владимир Владимирович, большое спасибо, что поддержали 2 года назад нашу инициативу повысить пошлины на товаров из западных стран. Это сработало, во-первых, в экономике выросла доля национальных производителей, во-вторых, за эти 2 года в бюджет уже поступило дополнительно 100 миллиардов рублей. И это таможенные пошлины повышенные. Но есть западные компании, которые начали обходить эти повышенные пошлины. Формально они производят товары в дружественных нам странах. На бумаге это уже не Европа и не Соединенные Штаты Америки. И таможенная пошлина по таким поставкам минимальная. Но среди этих компаний есть и такие, кто открыто поддержит Украину. У нас пошлины не платят, так как по документам все из дружественной страны. Но сама компания при этом продолжает публично очернять Россию. Мы видим, что через разные фонды благотворительные деньги все равно идут на Украину. Сегодня на таможне учитывается только страна производства или страна, откуда товар привезли. А тут кто владелец бренда, при расчете пошлин во внимание не принимают. Мы предлагаем учитывать еще и компанию правообладателя товарного знака. Есть информация об этом в базе Роспатента. Такое решение тоже принесет деньги в бюджет. Мы с Минпромторгом его предварительно проработали, и с Минэком. Можно сделать такой светофор красный, желтый, зеленый.
Вот. Ну и совсем красных товары не пускайте, желтый пусть платят повышенную пошлину, а зеленый всегда все хорошо. Вот. И спасибо за сегодняшнюю встречу. Понимаем, что работа предстоит сложная. Рады, что можем сверить позиции. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я благодарен вам за оценку значимости и качества электронного голосования. Вот Сергей Владимирович знает, у нас много было споров. Можно, нельзя, будет лучше, хуже. Но в целом это электронное голосование себя оправдало. И оно максимально объективное и дает возможность людям высказаться. Опасения были, и, так скажем, у партии власти, которые здесь упоминали, будет для нее хорошо электронное голосование, безличное и свободное. И оказалось, что это хорошо для всех на самом деле. Так, привлечение к политической работе ветеранов СВО мы уже обсуждали. Значит, по работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики, конечно, почему нет? Конечно, я переговорю с министром обязательно. Значит, по поводу переводов за границу денег. Ну, давайте, сейчас не буду все перечислять, вы сейчас все назвали. Вот продажа красивых номеров, ну, почему нет? А что здесь такое? Я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются. Значит, что касается обхода повышенных пошлин для товаров из так называемых недружественных стран, ну, тоже надо, сейчас не буду повторять ваши предложения, но почему? Так и надо сделать, надо с этим разобраться, согласен полностью. Поработаем. Спасибо. Пожалуйста. Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Единая Россия на выборах показала хорошие результаты. Спасибо большое нашим избирателям. По сравнению с 2020 годом у нас позитивная динамика. И я еще раз хочу подчеркнуть, что 82% мандатов в законодательных собраниях получили наши кандидаты. Победили наши кандидаты, хорошо известные моим коллегам, работавшие в парламенте. Это Александр Хинштейн и Евгений Первышов, Курская и Тамбовская область губернаторы. Получили полную поддержку. Владимир Владимирович, мы выполнили ваше поручение. Еще раз подчеркну, 1002 участника СВО. Победили из них 837. Высокий уровень на выборах. Прошли на выборах. Да и те, что остались, будут работать. Они уже с нами, мы с ними вместе контактируем. Полагаю, что вот эти результаты свидетельствуют о доверии к партии, проводящей курс президента, работающей вместе с правительством в интересах людей. Законодательная деятельность в осеннюю сессию предстоит очень активная. Сейчас председатель говорил и назвал уже 140. А я еще считал, было только 135. За один день уже приняли законопроекты. Очень важная сессия. И мы, как вы говорите, первое, что делаем во фракции, это поддержка участников СВО и членов их семей. Эти законопроекты и законы, которые уже приняты, 140, еще подчеркиваю, этому направлены. В ближайших планах у нас бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии. Почему говорю, знаю, что вы следите за этим. Защита социальных выплат инвалидам, ветеранов, участников СВО от взысканий за долги. Бесплатное получение участникам СВО второго среднего профессионального образования. Обеспечение бесплатного вдовам и без вступительных экзаменов поступления в вузы и техникумы. Все эти законопроекты внесены и будут рассмотрены в ближайшее время в приоритетном порядке. За время с начала СВО Единая Россия оказывает тоже помощь фронту. 14,7 миллиардов рублей потрачены, в том числе закуплены 55 тысяч дронов, 3,5 тысяч беспилотных разведчиков. Просто наряду с тем, что говорят мои коллеги, не могу не сказать об этой работе нашей партии. Мы ключевым считаем, и так ставит вопрос председатель, принятие бюджета. То, что все, что запланировано, должно быть исполнено. И особенно в той атмосфере, в которой сегодня и коллеги тоже говорили, что очень много есть вопросов, которые надо решать. Поэтому мы предусматриваем сегодня активную работу. Кстати, надо дать должное, что комитет работал все лето. Хорошая подготовка. И мы уверены, что бюджет обеспечивает, кстати, с правительством работа шла постоянно.
Бюджет предусматривает реализацию национальных целей развития, обеспечение обороноспособности и безопасности, достижение технологического лидерства и реализацию народной программы партии, в которой содержится более 2,5 миллионов наказов избирателям, которые мы обещали исполнять и исполняем. Партия и фракция работают с правительством постоянно, в контакте. Не всегда все гладко решается, но к соглашению приходим. Об этом шла недавно речь на собрании фракции с участием председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева, Вячеслава Викторовича Вашим и всей нашей фракции. Был такой откровенный, заинтересованный разговор. Убежден, что он нам поможет и дальше эффективно и ответственно решать задачи, в первую очередь по бюджету. Главное в бюджете – обеспечить все социальные обязательства, увеличить МРОТ до 35 тысяч к 2030 году. Это определено вашим майским указом. Индексировать заработную плату бюджетникам, пенсионные и социальные выплаты, в том числе работающим пенсионерам, о чем давно говорили. Поддержка семей с детьми, единое пособие на каждого ребенка до 100% прожиточного минимума в регионе. Материнский капитал в сумме при рождении второго ребенка 991 тысяча, без 9 тысяч миллион. А при рождении третьего плюс 450 тысяч на покрытие ипотеки и семейная ипотека 6%. Это позволит семьям, родившим ребенка, планировать рождение следующего, не испытывая трудности при выплате кредитов. Моя коллега просила передать, она работает постоянно, наша Анна, значит, с многодетными семьями снимается то, что сегодня сложилось. Люди берут первый кредит, рождают ребенка, покупают квартиру и уже не могут родить другого, потому что они как бы попадают в вот эту кабалу. Теперь мы ее снимаем и рассчитываем, что это существенно скажется прямо сразу сейчас на рождаемости. Фракция совершенствует парламентский контроль с целью повышения эффективности расходов бюджета. Мы с вами согласовывали, я вам докладывал. Мы нашли понимание и приняли решение, все фракции, огромное спасибо. Мы установили поквартальный, а не годовой режим представления Думе материалов счетной палаты. Это была ваша инициатива. И комитета по контролю. О проверке финансирования капитального ремонта школ. Мы взяли Именникова. Что позволило совместно с учителями и родителями установить постоянный депутатский контроль, добавлю неподкупный, за качеством ремонта и строительства школ. Владимир Владимирович, я вам докладываю второй раз эту тему, хочу сейчас доложить, что с 2022 года отремонтировано 5600 школ, построено 1700 новых школ, из них 400 с опережением сроков. И что самое главное, ни одного долгостроя, ни одного воровства. Можем контролировать. Экономия средств составила в среднем 25%. Благодаря тому решению, что вы приняли, сэкономленные деньги пошли в те школы на дополнительное оборудование. Очень хорошая формула. Она как бы мотивирует за честность и эффективность. Защита семей с детьми. Мы рассмотрели, сейчас у нас будет рассмотрен, законопроект о гарантии звания матери-героини. И вот в связи с этим мы, и право получения кредитных каникул по ипотеке. Мы надеемся, здесь тоже удастся нам это сделать, и мать-героиня получит соответствующую оценку в нашем обществе. Владимир Ильич, не могу не поделиться личным ощущением. Я принимал семью, в которой мама и 8 девочек с папой. Я их специально спросил, вот у вас, вам сколько лет? 40 лет? Я говорю, если сейчас будем помогать, а им уже помогли, они получили участок, все нормально. У них были проблемы там с Сбербанком, решили. Так вот, я говорю, как вы, родите еще? Не думая минуты, они были вместе с девочками своими. Родим. У нас, говорит, уже няньки подрастет. Мы родим, говорит. Так что это хорошая форма, она бьет в цель. Многодетные семьи в первую очередь нам дадут, я думаю, хороший прирост, кстати, очень хороших детей в перспективе, которые растут в коллективах и ответственно воспитываются. Наряду с этим в поиске эффективного решения находится проблема по освоению средств, выделяемых на капитальный ремонт муниципальных органов образовательных учреждений. Это новое, я вам пока не докладывал. Значит, что мы делаем? Во-первых, посмотрели, оказалось, что у нас около 13 тысяч муниципальных учебных заведений не пришли к ним на торги подрядчики.
По той причине, что логистика неудобная далеко, и сумма маловато. И причем не 1 год, не 2 и не 3 порой. Я переговорил с председателем правительства. Михаил Владимирович, надо отдать должное, пошел навстречу. Мы получили полные данные. Хотя это вопрос муниципальных образований, а не правительства. Спасибо им большое. Мы их все проработали. Мы посмотрели. Мы отработали на Твери пилотный проект. Мы сделали так, что в одной школе, в которую тоже 3 года никто не приходил, это Берениновское поселение, значит, в Санковском районе, вам Тверь не чужая, вы, наверное, даже представляете. Так вот, 3 года никто не приходил. Почти 700 метров квадратных, 2-й этаж, крыша текла. Значит, мы сделали как? Взяли членов партии из бизнеса, привели, они за 21 день сделали, никто не верил. За 21 и сэкономили из 10 миллионов 3,5. Благодаря тому, что вы разрешили сэкономленные тратить, вот сейчас, в каникулы, как только наступили, провели косметический ремонт этой школы за 10 миллионов. Там проявилась интересная форма работы. Вы ее вспоминали недавно, я вот обратил на это внимание. Вы вспоминали работу вашу в Коме, когда рубили линию электропередач, лес под нее. Я тоже так, но это в Якутии. И точно так, зарабатывали хорошо. Помните, вы назвали 1000, а «Жигули» стоили 5. Так вот, что интересно. Вот когда они эти 3,5 миллиона осваивали, они работали 3 недели. Группа 14 человек. Они получили по 180 тысяч. 60 тысяч в неделю. Не такие большие деньги. Но если мы сейчас, мы об этом уже говорили в партии, и, кстати говоря, значит, Якушев Владимир провел селекторное совещание российское, на котором этот опыт мы посмотрели. В Твери сейчас Руденя ведет контроль 11 таких объектов. Вот первый в белом городок, 111 мест в детском садике. То есть это семьи смогут детей отдать теперь. А раньше тоже протекала крыша, санэпидемстанция закрыла по санитарным условиям. 11 объектов таких делается. Это хорошая экономия, хорошая эффективность. Я бы хотел вот поддержать коллег, где мы говорим. Мы сейчас в таком положении, когда можем посмотреть на эту эффективность. И она вот как бы может дать вклад в дополнительный бюджет. То есть, когда мы просим деньги из бюджета, мы еще можем этому способствовать. Мы стараемся это делать. Есть еще какие-то, не буду перегружать, но с коллегами, я думаю, еще будем эту тему обсуждать. Мы, как ответственная политическая сила, и перед вами в том числе, не можем позволить популизм. И в условиях сегодняшних прорабатываем вот эти механизмы эффективного использования. Вот сейчас с министром здравоохранения согласовали, у нас 40 перинатальных центров, которые построены 20 лет назад. Их надо переоснащать, а всего их 120 с лишним. Мы заключили соглашение с ним, как с министром, и с нашим комитетом, и будем вместе теперь контролировать, как будет скупаться, как будет размещаться. Так сказать, товарищеский объективный контроль никогда никому ничего не мешал. Кстати, это по поводу создания министерств. Мы пошли по этому пути. Мы помогаем тем, которые есть. За счет контроля и получаем вот пока такой результат. Значит, борьба с незаконной миграцией. Вот здесь бы хотелось тоже сказать. Это тоже казалось экономией. Вот Леонид Эдуардович коснулся ее, а я немножко с другой стороны. Вашим поручением, Вячеслав Викторович, спасибо большое. Ирина Яровая возглавила комиссию Государственной Думы. И вот работы этой межпарламентской, огромное спасибо всем коллегам вам, вашим товарищам, все очень добросовестно работают. Значит, удалось сделать что? Принято 17 законов. Наверное, обратили уже, острота спала, которая была, первое. Второе. Благодаря которому в бюджет пришло 10 миллиардов рублей. Просто вот, дополнительно. В основном за счет сдания экзаменов по русскому языку. Не коррупционное, а объективное. Увеличилось, конечно, число тех, кто не сдал. Теперь, значит, сегодня создан реестр контролируемых лиц. 800 тысяч человек. Это те, кто утратили законные основания для нахождения в России. У нас пока нет всероссийской системы. Но Москва, Московская область уже начали финансировать и создавать. База создана. Мы, коллеги, о чем хочу сказать всем, вы знаете, но на всякий случай, может быть, не все. Теперь, значит, мы вот насчет утратили законные основания. Леонид Эдуардович, вы про это же говорили, да? Это надо контролировать, а для этого надо систему довести. Теперь, это тоже финансы нужны. Сейчас, я уже говорил, что в Москве Московская заработала этот механизм сбора биометрических данных, и, что самое главное, генома, благодаря чему удалось выявить десятки лиц, причастных к тяжким преступлениям.
анализировать работу по обязательности знания русского языка детьми мигрантов, что это нам, в общем-то, дало хороший результат. У нас сегодня показывает, что из 23 616 подавших заявлений на поступление в школу не сдали экзамен по русскому языку 87,4% с первого захода. Очень высокий. Надо поднимать качество. И этим надо заниматься. 7,4. Да. Вот человек ведет эту работу, он знает. А их не готовили. Владимир Ильич, их же не готовили. Вопрос не стоял, они бегают на улице и все. Сейчас надо делать. Это вопрос такой, гуманный в том числе. Теперь, значит, особо чувствительная тема ЖКХ. Сегодня коллеги ее касались. Она не просто поддается решению. Поэтому мы предлагаем, коллеги, как всегда это делали, прорабатывать ее вместе с правительством, вместе во фракциях. У нас сложилась очень хорошая традиция. Председатель правительства периодически нас собирает лично, руководитель фракции. Все вопросы там всегда можем обозначить и затем уже проработать. Так вот, в этой теме, я хотел бы подчеркнуть, что сегодня компания, в том числе, мы много работали с людьми, подтвердила, что вопрос качества жизни в многоквартирных домах один из самых острых сегодня. В осеннюю сессию мы работаем, коллеги, я всех приглашаю к этому на базе нашего комитета по строительству и ЖКХ, над законопроектами, которые касаются проблем аварийного фонда, создания системы безопасного содержания домов до момента расселения, важный момент, наведение порядка в лифтовом хозяйстве, тут тоже появились проблемы, их нельзя упускать, оставлять без внимания, изменение правил на рынке управления многоквартирными домами, тоже много замечаний. И, да, введение единых стандартов. В связи с этим, хотел бы что еще? Продолжить систему. Да, продолжаем совершенствовать систему образования, имея в виду правовое обеспечение. По вашему поручению вместе с правительством готовим переход на национально ориентированную систему высшего образования, где базовый уровень будет самодостаточным и завершенным. Также будет рассматриваться решение возможностей целевого обучения, в том числе для студентов медицинских вузов. Сегодня рынок нуждается в специалистах со средним профессиональным образованием. Строители, сварщики, механики. В 2023 году вы дали нам поручение подготовить 1 000 000 специалистов, и мы его восприняли как адресованное нам в течение 5 лет. Положительная тенденция проявляется. Школьники идут учиться на рабочей специальности. Я был в нескольких ПТУ, рассказывают преподаватели. Родители с собой приводят. Уже ученик учится в ПТУ, потом приводит своего отца, потому что говорит, слушай, 100 000 сварщик на всех заборах, а я, где работаю. И уже несколько таких семей приходит, сын приводит учить отца на сварщика. Так вот, сегодня мы видим, что в техникуме на 800 000 больше, чем в 2024 году на эти профессии. То же самое, и помните, вы говорили, и математический, и физмат, пошло больше студентов. То есть ощущение в обществе, и самое главное, молодежь почувствовала, что она нужна стране, она востребована. Этот процесс идет. Я не буду больше занимать ваше внимание. Большое спасибо. Спасибо большое, Владимир Абдуллович. Спасибо. Хочу сказать вам и всем депутатам партии «Единая Россия», которые вообще всем, и депутатам, которые работают в рамках Государственной Думы. Действительно, это опора правительства, опора действующей власти. Это, очевидно, фундамент, опираясь на который правительство принимает ключевые решения. Хотел бы, вот мы не говорили сегодня об этом, но тем не менее хотел бы упомянуть, это то, что мы выполняем все наши обязательства. Несмотря на проведение специальной военной операции, растущие расходы, это тоже очевидный факт. Но они не в песок уходят, эти расходы, на оборону. У нас и оборонка качественно изменилась, армия качественно изменилась. Вот. Конечно, это требует ресурсов. Это не пустые расходы, это очевидная вещь. Но они есть, эти расходы, они возросли. Тем не менее, все социальные обязательства мы выполняем. И вот Владимир Абдуллович обратил на это внимание. Разумеется, это поддерживают все фракции. Да, это как раз то, что все поддерживают. Но благодаря решениям, которые принимаются вашими депутатами,
создаются такие сбалансированные, принимаются сбалансированные решения, которые позволяют двигаться вперед. Исполнение социальных обязательств на фоне растущих оборонных расходов. Это очень важно. В этой связи хотел бы напомнить, мы сейчас не говорили об этом, но национальные проекты, цели национального развития, да, они всеми признаются как очевидно важные, как то, к чему мы должны стремиться, как цели, которых мы должны достигать. И, конечно, при решении вопросов бюджета на следующий год я просил бы вас обратить на это внимание. Мы и цели национального развития достигаем, и национальные проекты реализуем, и обеспечиваем социальные расходы, инфраструктурное развитие, и повышение обороноспособности, и развитие реальных секторов экономики, связанных с оборонкой. Вот, но тем не менее, знаете, чем хотел бы закончить вот эту открытую часть? Я обращаюсь сейчас ко всем. Вот какое бы решение Государственная Дума не принимала, в какой бы сфере деятельности не принимались законы, я вас прошу всегда думать о том, как это отразится на жизни семей с детьми. Вот это разные совершенно сферы деятельности, но все сферы так или иначе между собой связаны и в конечном итоге отражаются на жизни людей. Вот какой бы вопрос ни обсуждали, какое бы решение ни принимали, всегда подумайте, пожалуйста, над тем, а как это отразится на жизни семей с детьми, к чему это приведет. Потому что от этого зависит решение ключевой задачи, ну, кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача – это демографическая. Вот на этом я хотел закончить и хотел бы еще раз поблагодарить вас и вашу фракцию за поддержку всех решений и за совместную работу при подготовке этих решений в рамках сегодняшних координат, в которых мы живем. Спасибо большое. Ну, сейчас мы несколько слов скажем в таком составе, а потом, как и договорились, отдельно скажем.